Ресторан Sunrise Glow на Манхэттене тонул в мягком сиянии ламп, отражая золотистые отблески ночного города. У окна, среди ровного гула разговоров, сидел высокий мужчина по имени Алекс Харрис. Рядом его невеста Лили Томпсон и ее родители. Вечер был почти безупречен. Легкая музыка саксофона, хрустальный блеск бокалов, вежливые улыбки, создававшие иллюзию спокойствия. Никто за этим столом не знал, что за внешней гармонией скрывалась тщательно расставленная ловушка. Лили, искренне счастливая, не догадывалась, что Алекс давно перестал быть просто предпринимателем. Его инвестиционная компания, известная в узких кругах, служила прикрытием для тайных операций по разоблачению международных финансовых преступлений. Этот ужин задумывался как формальная встреча двух семей, но Алекс чувствовал внутреннее напряжение задолго до того, как все пошло не так. Когда молодая официантка по имени Мэри принесла десерт, ее взгляд скользнул по лицу Алекса. Быстрый, тревожный, словно немое предупреждение. Сердце мужчины сжалось. Он мгновенно уловил перемену в воздухе. Среди посетителей он заметил двух незнакомцев в одинаковых темных куртках, которые явно не пришли ужинать. Через несколько мгновений зал погрузился в хаос. Свет внезапно моргнул, посуда зазвенела, а Мэри уронила поднос, создавая шум и панику. Это было не случайно, она дала им шанс. Алекс, не теряя ни секунды, схватил Лили за руку и потянул ее вместе с родителями через кухню. За их спинами раздавались команды, гулкие шаги и треск раций. Они бежали сквозь пар, запах специй и крики поваров, пока не вырвались в узкий служебный коридор. На выходе их ждала Мэри. В ее лице читалась решимость человека, готового на все. Она распахнула тяжелую дверь, ведущую в старый технический туннель, уходивший под здание. Там, среди сырости и темноты, она лишь коротко сказала им уходить. После этого дверь закрылась, отрезая путь назад. Алекс не знал, кто именно стоял за нападением, но чувствовал, что корни всего происходящего уходят в прошлое, к тайнам его семьи, к гибели отца, которую когда-то назвали несчастным случаем. Мэри знала больше, чем показала, и осталась, чтобы выиграть для них время. Когда они выбрались к реке Ист-Ривер, дождь уже превращал город в серебристую дымку. Позади, где-то вдали, глухо прогремел взрыв. Sunrise Glow вспыхнул огненным факелом, стирая следы. Лили плакала, ее родители стояли рядом, молча принимая реальность, которая разрушила их прежнюю жизнь. Алекс смотрел на реку и понимал, что пути назад больше нет. В одну ночь он утратил покой и получил цель. Теперь его ждали не сделки, а охота за правдой, за памятью, за теми, кто осмелился играть с судьбами других. Над городом вставало новое утро, и равнодушный Нью-Йорк, будто живое существо, наблюдал, как еще один человек вступает в свою личную войну. Тихо, в тени, с огнем в сердце. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.